Приветствую, дорогие друзья! Это будет заключительное видео мастер-класса. Сейчас будем пришивать все детали. Начинать я буду с пришивания хобота. Прикладываю. Здесь смотрите, выше, ниже, как больше нравится. Я буду здесь еще вязать нижнюю губу, так что слишком низко хобот не спускаю. Сейчас прикреплю иголочкой. То есть смотрите визуально, чтобы вам нравилось расположение. Вот так. И вот так. И теперь пришиваю. Как обычно, подхватываю за петелечку головы и снизу вверх, вот, под каждую петелечку хобота. Таким образом пришиваю по кругу. Вот так. И пришиваю по кругу. Делаю закрепочку, ниточку прячу. Да, и при необходимости, смотрите, возможно, нужно будет добавить холофайбера сюда в хобот. Пришила хобот. Теперь свяжем нижнюю губу. Здесь будет у нас 6 столбиков с накидом. Вот, поэтому приблизительно посерединке выбираем место. Вот будет 1, 2, 3, где-то здесь. И вот сбоку, вот здесь получается, я прикрепляю ниточку. Вот так. Дальше один столбик, то есть я вот прикрепила, не делаю воздушную петлю. Дальше один столбик без накида. Вот сюда идем под хобот. Вот этот я ввяжу хвостик. Закреплю, вернее, его. Вот так. Провязали. Дальше, сейчас я спрячу вот этот хвостик. Вот так. Чтобы он уже не мешал. Он закреплен. Так, после столбика без накида делаем воздушную петлю и вяжем 6 столбиков с одним накидом. Делаем накид. И необходимо провязать, чтобы было равномерно. Вот, почти впритык под хоботом. Первый столбик, накид, дальше рядышком второй столбик, снова накид, вот как раз по центру почти, третий столбик, снова накид, четвертый столбик, пятый
делаем. Вот так. И 6. Провязали. Теперь снова 1 воздушная петля, 1 столбик без накида, и соединительный столбик. Просто прикрепляем. Вот такая губа получается. Такой улыбающийся мамонтенок. Ниточку вот эту я прячу внутрь с помощью крючка. Вот так выглядит. Дальше пришиваем бивни. Точно так же, я уже, чтобы видео не затягивать, вот, показывать не буду. Все точно так же пришиваем, как хобот. 1 и 2 рядышком. Пришила бивни. Вот так выглядит. Теперь ушки. Их мы будем пришивать по отдельности за эту и за эту сторону. Выбирайте, как вам больше нравится, где их располагать. Поближе, подальше. Я же буду их пришивать вот на высоте глазок. Вот так. Хотя, наверное, вот чуть-чуть выше. И посередине, по центру, вернее, головы. Сейчас покажу. Вот так. И вот так. Равномерно. То же самое заправляю ниточку и по кругу, начиная отсюда и с этой стороны пришиваю. Затем делаю узелочек и ниточку прячу вовнутрь. Хвостик остался, его я буду пришивать уже в готовом виде. А сейчас будем вышивать вокруг глазок. В плюшевом мамонтенке, так как там были и зрачки, и роговица, то я вышивала просто беленьким вокруг, вот здесь с одной стороны, и черным тоже, вот так вот. Здесь же я сделаю, чтобы глазки были более яркими, вот так вот бирюзовым цветом. Вот просто вокруг глазок прячу узелочек. Вот так вот бирюзовых я сделаю по одному стежочку. Вот сюда. И вывожу. Сейчас я выведу вот здесь, где удобно. Вот таким образом. Узелочек спрячу. Так, и вот отсюда теперь вывожу сюда. И делаем с этой стороны симметрично. Так. И вот с этой стороны, где будет пришиваться голова, я сделаю закрепочку.
Так, смотрим, чтобы было симметрично. Вот так. Здесь делаю закрепочку. И ниточку прячу внутрь. Теперь заправляю белый цвет, ниточку. Продолжаю белый. Прячу узелок. Вот здесь под глазиком. Даже вот сюда немного зацеплю. Вот, чтобы нижняя вот эта вот часть была подлиннее. Так, и сюда. Тоже вывожу здесь между столбиками, где удобно. Чтобы потом не зацепить ниточку. Вот так. И с этой стороны точно так же. Вот ниточку не видно. И вот так сейчас сделаю стежочек. Вот, и теперь сюда. И вывожу тоже для того, чтобы сделать закрепку. Вот внизу беленьким. Делаю узелочек, прячу нить. Теперь заправила черную ниточку и будем делать вот здесь стежочки сверху. Прячу узелок. Вы можете, кстати, делать вышивку, как вам больше нравится. Цвета тоже использовать свои. Так. Стежочек сюда. Вывожу симметрично. Вот так. И сюда. Снова делаю узелочек с той стороны. Сейчас поправляю. Вот такие глазки получились. Делаю узелок. И прячу. Вот такая мордочка получается. Потом еще сделаю бровки после того, как здесь сделаем кудряшки. По этой схеме очень хорошо получается тоже просто слоненок, даже без кучеряшек.
Очень красиво будет выглядеть. Теперь необходимо определиться, как вам удобнее будет вязать кучеряшки, когда голова и туловище отдельно будут или вместе. Я, например, сначала сшиваю, а потом уже вяжу. Вы можете, если вам так неудобно, можно приложить голову. Сейчас. То есть здесь тоже, смотрите, можно вот так вот делать, можно ниже. Я буду делать вот таким образом, чтобы голова была чуть выше туловища. Вот, и можно, так как будет пришиты плотненько достаточно, чтобы голова не болталась, можно вот эти места отметить иголочками. Сейчас покажу. Например, вот таким образом. Вот так. Вот так. И точно так сделать со стороны туловища. То есть вот у вас будет отметка. Ну и так до конца сделать здесь и по туловищу. Будет отметка, где не надо вот эти кучеряшки вязать. Вот. Можно так сделать. Я сначала пришиваю, а потом уже смотрю, где место соединения уже сшивания. Я просто перехожу там на следующий ряд и вяжу поворотными. То есть определяйтесь, выбирайте, какой метод вам будет удобнее. Я же сначала пришью. Потом покажу, как я делаю кучеряшки. Для того, чтобы пришить, снова выбираю положение. Смотрю, чтобы все было ровненько по центру. И начинаю пришивание. Сначала прячу узелочек. Вот так. И с этого места хорошо пришиваю. Немного придавливая, чтобы голова не болталась. И вот так по месту соприкосновения я хорошо пришиваю. Слежу за тем, чтобы не сдвинулось положение головы относительно туловища. И вот таким образом сшиваю. Вот. Продолжаю так по кругу. Прижимаю и вместе соприкосновения пришиваю. Я уже прошила вокруг. И вот так вот получается. Делаю закрепку. Сейчас еще один стежочек. И закрепку. Ниточку прячу. Вот получается такой слоненок пока. Можно его посадить. Вот так. И попробуем его поставить. Носик я ему поднимаю вверх, чтобы центр тяжести сместить. И вот так он в положении стоя. Кудряшки можно начинать вязать, в принципе, с любого места.
Главное учитывать момент, что здесь мы вяжем по спирали и будет переход с одного ряда на другой. То есть один будет чуть ниже, один чуть выше. Вот где-то здесь мы начинали с вами вязать и соединять ножки. И вот сейчас необходимо пройти просто и посмотреть. Вот, допустим, прикрепляем здесь. И вот будет по низу. Я, наверное, прикреплю чуть повыше. Вот будет этот ряд. И здесь, в принципе, тоже будет хорошо. Поэтому определяйтесь с высотой, где прикреплять ниточку. И будем вязать. Я прикреплю вот здесь. Есть разные методы вязания. Вот эти вытянутыми петелечками. Ну, я покажу один из способов. Он быстрый, мне, в принципе, удобный. Итак, вот я вытянула. Да, я буду вязать за вертикальные вот эти перепоночки, за столбики между рядами. И теперь вяжу воздушную петлю. Вот таким образом, сантиметр где-то, ну, около 1,5 сантиметров. Тут первую подтяну хорошо. И теперь эту я придерживаю петелечку, чтобы она не вытягивалась. И захватываю следующую перепоночку, стараясь, чтобы холофайбер не вытягивался. Вот, вытянула маленькую петелечку и снова делаю воздушную, выравниваю ее вместе с этой. Вот так. Эту отпускаем, а сюда вставляю крючок, снова придерживаю за следующую перепоночку, тоже закреплю. Вот так. Маленькую вытянула и вытягиваю воздушную и выравниваю с петелечкой на крючке. Итак, я вяжу дальше. Хвостик я уже убираю, потом спрячу. То есть каждый раз хорошо придерживаю и за вот эти вертикальные такие перепоночки подхватываю и равняю каждый раз на крючке. Вот мы 4 петелечки провязали, и они одинаковой длины. Вот. А для того, чтобы вот эта петелька не уменьшалась, просто каждый раз ее пальчиками фиксируем. И так продолжаю вязать по кругу. Принцип, я надеюсь, понятен. Я вяжу по кругу. Потом, когда уже подхожу и упираюсь в место присоединения, то я просто поворачиваю вязание и вяжу поворотными рядами. Вяжу, пока не выйду снова на вот этот, на спираль, вот эту. И довязываю, заканчиваю вот здесь вверху. Точно так же и голову. Я начинаю с этой стороны, вот где-то отсюда, вяжу поворотными рядами, вот сюда дохожу, перехожу вот сюда вниз, чтобы на одной высоте были, здесь вяжу поворотными рядами, пока выйду на ровную линию. Затем поворотными рядами вот здесь вяжу кудряшки, и когда выхожу уже на круг, здесь по спирали и заканчиваю вот здесь. Хочу показать, как получается. Вот я вязала по кругу, затем здесь поворотными рядами уже снова вышла на вот эту вот спиральку и сейчас довязываю вот эту часть по кругу.
И вот здесь, когда я буду уже заканчивать вот эту спираль, то есть вот здесь я буду вязать, продолжать за вертикальные вот эти вот столбики. И плюс еще за вот это вот, где мы заканчивали, соединяли петелечки. Ну, то есть, чтобы здесь не было такого лысого места. Вот осталось место, где мы просто стягивали петелечки. И вот здесь я уже вот так за него, за вот эти петелечки. Итак, заканчиваю вязание. Вот еще сделаю несколько. Так. И еще 2 буквально петли. Одна. И вот здесь последняя. Затем следующую петелечку я просто уже закрепляю нить вот здесь. Вот таким образом подтягиваю. И видите, нету лысенького места. Вот этот хвостик и вот этот хвостик просто с помощью крючка прячем внутрь тела. Вот так получается. И теперь, начиная вот с этого места, вот здесь я буду прикреплять ниточку и буду поворотными рядами то же самое за вот эти вот перепоночки. Поворотными рядами сюда подойду, перейду сюда прямо вниз, здесь поворотными, выйду, вот чтобы в одну линию уже можно было вязать вот так, и здесь уже выйду на спираль. И то же самое закончу здесь, так же как и здесь. Затем мы с вами вместе пришьем хвостик и сделаем бровки. Еще хочу показать вам такой нюанс. Это я вот начала вязать уже, обвязывать голову. И здесь получается перепад такой. Поэтому если я буду провязывать, например, вот сюда одну линию, обратно пойду, снова будет перепад и так дальше. Поэтому, чтобы выйти уже на одну линию, я просто провязываю вот эти 2 ряда вот таким образом. Сначала, например, верхнюю, потом нижнюю. Вот петелечка, чтобы выровнять. Это провязано вот сюда. Провязываю таким образом. Вот петелечка. Это уже у нас, сейчас покажу, провязано. Вот сюда вверх. И теперь вниз. И вот так параллельно я провязываю 2 ряда. И когда я дойду до ушка вот этого, я смогу перейти сразу вязать вот так вот уже поворотными рядами, но целую линию, и перепадов не будет. Потом уже перейду на
вязание по спирали. Ну и в принципе дальше я уже все рассказывала. Вот такой вот момент. Итак, кудряшки я довязала. Здесь я решила оставить как на плюшевом, просто ровненько провязывала. Этому мамонтенку я еще делала бакенбарды вот здесь. И также вот здесь еще вязала на мордочке. Этого оставила точно такого, как плюшевого. То есть это уже как вам больше нравится. Здесь пряжет хлопковая, он такой очень напоминает, как махровое полотенечко такое. А вот этот из ниточки этамин очень мягенький, более нежная такая пряжа получается. Вот, нам осталось пришить хвостик сейчас и сделать вышивку бровей. Я взяла хвостик, выбираю место. И вот здесь просто за вот эту верхнюю часть несколькими стежками прикрепляю. Главное, чтобы захватить именно за тело, не только за кучеряшки. И вот так один. И вот здесь за этот же ряд второй. И третий. Вот так. И вот так. Вот такой хвостик. Все, делаю узелочек вот там за хвостиком и прячу внутрь. И теперь осталось сделать вышивку бровок. Тоже выбирайте форму, как вам больше нравится. Вот я сделаю вот отсюда. Вот так. Прячу узелочек. И вот такую бровку. То же самое и здесь. Симметрично. Сюда вывожу. Вот сюда. Узелочек я сделаю вот здесь в волосах, чтобы его не было заметно. Так, закрепляю. И прячу вовнутрь. Так, это лишнее отрезаю. Ну что ж, теперь мамонтенок готов. Вот так выглядит. На этом мастер-класс я завершаю. Я надеюсь, он был вам интересен и полезен. Я благодарю вас за внимание.
Благодарю за активное участие, за комментарии. Мне очень-очень приятно. Я все читаю, стараюсь отвечать. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Будем разбираться, чтобы все было понятно и чтобы у вас все получилось. Еще раз огромная благодарность. Я желаю всем вдохновения, желаю хорошего настроения. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. И до новой встречи в следующем мастер-классе. Пока-пока.